какая это другая? Вообще другая. Во-первых, как интересно, что мы обе опять в черном. Плюс Мгм. ты зашла, какая-то вообще другая энергия. Вовремя. Супер. А знаешь, я хотела еще прямо секунду до сессии, а, свериться по прожитому. По той динамике, по тем, целям, по которым мы шли, прошлые несколько сессий, уже сбилась со счета, но мы там говорили про стратегии, про паттерны, про скорость по жизни, про выбор самой себя. Вот как оно у тебя все трансформируется? Ань, это как раз таки и есть запрос на сессию. Почему-то я уже не удивляюсь. В принципе, мне кажется, мы можем с тобой встретиться, помолчать и довольные разойтись. Все. Да, да, это новый мета, да, не, это даже не мета, это нужно уже придумать какое-то другое поле, потому что мета это еще не то. То, что у нас с тобой, это уже выше даже, чем мета-уровень. Я думаю, что это полевая коммуникация называется. Возможно, возможно, да. Окей, тогда, Слушай, готово. да, да, то есть что я хотела, как это вообще видела. В принципе, то, что ты проговорила, да, и так как скоро Новый год, все ж так коучи подбивают итоги своей деятельности и так дальше. Ну, в принципе, оно как бы все вместе связано, да, чтобы свериться, что, куда, зачем, как. Вот это и есть как бы вот этот запрос на сессию. Вот. А что меня сегодня то есть во мне происходят сейчас какие-то очень мощнейшие процессы. Я пока нифига не понимаю, что это за процессы, если честно, но что-то очень вот эти тектонические плиты где-то сдвинулись. Вот. Пока такая метафора. М, В чем, ну, то есть мне это все, конечно, очень нравится, потому что я начала делать какие-то вещи, о которых я раньше, наверное, А, даже, ну, то есть, может, я о них и думала, но я не думала, что я смогу как бы это все сделать. Там, допустим, собрать группу людей там на мастер-майнд или, работа вообще в группе. То есть мне всегда было удобно работать один на один. Это всегда вот прям моя тема. Если мне говорили про группы, я такая: "Нет, ну, типа, как бы, ну, не могу, вот много людей". Я вроде, ну, как бы я и от этого не кайфую. Мне прекрасно работать один на один. Я считываю энергию, а тут много всех, и, ну, то есть, как бы нет, не моя тема. Но сейчас, я осознаю, что это моя тема. И я уже делаю какие-то шаги, да, ну, какие-то шаги, там, я написала несколько, а, текстов, там, приглашений на мастер-майнды и так дальше. То есть, это уже все в процессе. Я еще пока это не провела, но, то есть, уже есть какие-то конкретные действия, не просто, здесь, да, а есть действия, которые там, как манифестация, да, моих мыслей, в реальном мире. Вот. Так, ну что, но есть другая штука. Это опять, наверное, про какую-то, не знаю, скорость, не скорость. Сейчас. Ну, допустим, сейчас просто, когда я начинаю вот большой объем брать, мне сложно, сейчас буду на какой-то конкретной ситуации это рассказывать. Вот сегодня у меня просто возникла офигительная идея, да, очень классная идея. Ам, но для этой идеи мне надо было написать текст, разместить ее в группу, там, в которой я нахожусь, в нетворкинг и так дальше. Э, я об этом думала вчера, я об этом думала сегодня. Думаю, блин, это так круто, это и с благотворительностью связано, это и связано с проявлением различных экспертов и так дальше. То есть все вместе прям круто. Но я этого не сделала, потому что я пришла домой, я завезла ребенка в сад, я пришла домой, и я поняла, что, типа, ну, у меня на каком-то, знаешь, эмоциональном уровне ам,
Ну, то есть мне неспокойно. Вот такое, знаешь, типа триггерное состояние, ты вот в таком находишься, потому что, у нас тут переходной возраст 3 года. Вот, и ребенок просыпается, она постоянно ночью просыпается, что то мы тут постоянно орем и так дальше. Вот. Я не знаю, может, конечно, это отмазки, но я понимаю, что это по-любому, это влияет на меня, на мое состояние, то, что я не спала, то, что там крики какие-то постоянно. И мой мозг очень, ну, очень, я такой тихий человек, и мой мозг вот на каждый ор, это как будто электрошок, вот так вот такая иголка, понимаешь, мне в мозг, и мне начинает труханить. Я понимаю, что меня потом после этого весь день трясет. Вот. И я ничего не сделала. Вот я ничего не сделала, понимаешь? Я сидела вроде бы, и я не хотела ничего делать. Я думаю, все, мне хочется просто как бы отдохнуть. Но я и не отдыхала, потому что я постоянно об этом думала. Вот. И вот такая ситуация. То есть, и это сейчас такой наглядный пример того, что у меня происходит. Да, вроде изменения глобальные, они произошли за счет того, что как бы я двигаюсь и вот этот моя manifestation в реальную жизнь уже пошла, я это чувствую, вижу, да, но вот как бы сталкиваюсь с этими новыми какими-то трудностями, да, ну, тот же переходной возраст или те же бытовые какие-то события. Вот. И, соответственно, себя за это, ну, как бы, блин, ну ты же могла, теоретически было, там у тебя 2 часа, могла написать этот текст. Вот. Я подсоберу немножко, а то прямо Да, действительно много. Смотри, начала с трансформации, с того, что много происходит. Ты сказала, что конец года, цели, задачи, мы коучи, вот вся вот эта классика. Сказала про, планы, про то, что хочешь выходить работать на группу, про масштаб. Сказала, что вот есть такая ситуация с переходным возрастом, у дочки. Если все это подсобрать, это все про что сейчас? хм, ну какой-то новый, какой-то переход на новый уровень. А с чем ты хочешь уйти с сессии? Мне нужно как-то подсобраться, потому что вот, вот я поняла походу. То есть у меня сейчас появилось много каких-то направлений. Питание, там одно направление, допустим, то, что я сейчас прохожу, параллельно обучение в этом американском институте. Это тоже занимает много времени, и у нас там 300 человек, понимаешь, группы. И я такая всем: "Так, давайте будем сотрудничать". Ну, вот примерно у меня вот такая реакция: надо побольше взять. Ну, как бы проблема в том, что там 12 часов разницы или 14, а с кем-то 15 часов разницы. Приходится подстраиваться, потому что очень хочется. Это одна тема. Другая тема меня сейчас очень начала интересовать, ну, вот благодаря вот этой теме, да, то есть там, как бы само здоровье, они, ну, как бы рассматривают, я тебе об этом уже рассказывала, вообще рассказывала в прямом эфире, вот с коучинговой позиции. И мне это очень нравится, то есть что это не просто какая-то там, всем там, не знаю, все ешьте брокколи или все делайте вот это, да. То есть там все намного обширнее, что вот эта система, ты понимаешь, как система работает, и ты сам для себя, типа, выстраиваешь этот путь, и ты находишь свой путь. Мне это очень отзывается, что нет вот этих рамок, границ, там, не ешь или ешь, типа, сам пойми, как тебе есть. Вот у тебя есть там, не знаю, алфавит, и ты идешь и читаешь книги, которые ты хочешь, а не которые там тебе кто-то говорит, потому что так прикольно. Вот. Это первая тема. Вторая тема, благодаря этой теме я начала интересоваться вот всей работой и организма, но в особенности меня очень интересует ЖКТ. Я просто схожу с ума по этой теме, понимаешь? Ну, то есть там столько всего прикольного и там нового, и каких-то вот эти все мифы, которые... Ну, то есть я как будто, знаешь, ходила в этом мире столько лет, я интересовалась питанием там с 16 лет, это просто боль моя, потому что постоянно хочется похудеть и сбросить лишний килограммчик. Вот, это прям вот я в этой теме была 10 лет, ну, подожди, 16, не, больше, чем 10 лет, господи, мне-то уже 30, сколько, 33 или 32, не помню.
Так, слушай, прикинь, и даже не знаю, мне сейчас 32 или 33. Ну ладно, это не важно. Это хороший признак. Вот. Ну, то есть я понимаю, знаешь, что благодаря вот этим знаниям, которые это как будто какой-то кладезь, и благодаря этому кладези вот эти все маркетинговые штуки, которые нас окружают, там, пейте витамины, пейте эти добавки, там, не знаю, питание 2 раза в день, интервальное питание и очень много других, там, ферменты, все, они просто вот, знаешь, как пыль, они исчезают. И ты понимаешь, блин, да ладно, а на самом деле все очень просто. Ты понимаешь, как работает у тебя организм, и это всё можно очень просто объяснить на самом деле. Ты понимаешь его механику, как он работает, что ему нужно, и самое главное, блин, не мешай ему. Вот. И я понимаю, что, ну, это сейчас меняет очень сильно мою жизнь и мои взгляды на жизнь, и мои взгляды на здоровье, потому что это реально круто. И мне хочется как бы и этим делиться. Вот, то есть появляется вот это, вот это, вот это. Потом коучинг, конечно, тоже играет важную роль, да, потому что все это и нервы там как бы тоже не в желудке ж там, в кишечнике нервные клетки, и спазмы оттуда. Но это неважно. Вот, эта тема. Потом, вот тема мне хочется открыть какую-то группу, вот какое-то взаимодействие. Вот, ну, вообще хочется какой-то курс сделать, где будет самая базовая крутая информация для людей, да, которые будут его проходить и которые смогут, вот я буду давать им буквы, научу их алфавиту, и они потом сами смогут, ам, скажем так, заботиться о себе. Они сами смогут понимать, что вот, они сами смогут выстраивать вот этот свой путь и читать книги, которые они хотят, есть как они хотят, да. И они будут понимать, а что нужно, что не нужно, научатся слушать свой организм, да, и для чего это все. Ну, для того, чтобы мы прожили полноценную жизнь, да, и для того, чтобы мы взяли ответственность за свое здоровье и не говорили там: "Врач мне поможет" или там еще кто-то мне поможет. Вот. Потому что, как правило, это же и не помогают. Ну, Я часто, ну, найди. прямо позволь, перебью и Да, вклинюсь. Смотри, спросила, с чем хочешь уйти с сессии. да. А, Ты сказала про фокус, и после этого, по моим ощущениям, что-то произошло, и ты куда-то ушла и куда-то пошла в какие-то процессы. Вот расскажи мне, пожалуйста, что Мгм. сейчас происходит? Ты где? Я начинаю озвучивать тебе какие-то проекты, которые крутятся у меня в голове параллельно. Их много. То есть сейчас я озвучила сколько? Один, 2, 3, а Озвучиваешь, есть, чтобы наверное, что? 4, 5, 6. Чтобы ну, то есть они сейчас все крутятся. Я не понимаю, что с ними делать. Есть очень много информации, которая заходит и которая там просто сходит с ума. Вот, наверное, и ответ на вопросы, Яна, что с тобой, типа, вот вначале, да, ты задала, что какая-то ты другая. Вот, и эта информация, она там просто с ума сходит, видишь, как она хочет наружу, она тут тебе уже 12 минут прет. Вижу, вижу. И смотри, ты зашла, сказала, что ты рада, что сегодня сессия, что значит о чём-то важном, важно поговорить, и вот идет этот поточище, информации. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь с ним сделать? То есть, если просто проговорить, окей, скажи, как тогда я буду для тебя максимально полезной. Если уйти с каким-то фокусом, другая история. Просто скажи, что хочешь, Яна, пожалуйста. Я хочу ее как-то структурировать, я не понимаю пока, что с ней делать. То есть у меня, вот видишь, много каких-то вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и я вот с этим вот этим всем как-то, вот оно все здесь, и оно пока, я пока не понимаю, что с ним делать. Структурировать, чтобы что? Так, чтобы что? Чтобы был какой-то план и понимание, куда, что, зачем, потому что сейчас такой, типа, немножко хаос. Я себе там придумала, ой, и вот это, конечно, можно сделать курс, а еще можно сделать марафон, а еще можно там, не знаю, там, блин, какой-то мастер-майнд замутить и, конечно, параллельно коучинговые сессии проводить, понимаешь? То есть это, конечно, все прекрасно, там еще нужен телеграм-канал для этого всего, и понимать, как он, типа, работает. Потому что я в Телеграме вообще полный ноль. Вот, и я понимаю, что это все, как бы, конечно, очень прекрасно звучит, да, но пока из-за переизбытка я не двигаюсь.
Хочется Яна, все, структурируешь, будет да. план к концу сессии, и вот Я буду этому следовать плану. То есть, я не буду там чуть-чуть туда энергия пошла, туда, 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 а тут будут какие-то действия. Уже типа: "Окей, а что я первое делаю, а что я второе делаю? А может это делать, а может это вообще не делать, а может это подождет". Вот. А в чем вообще смысл вот этого структурирования, этого плана? Это про что? Что это за история? Мгм. Ну, смысл для меня сейчас в действиях. Мне нужно понимать, какие мне действия предпринимать. И, ну, это моя реализация. За счет этих действий происходит моя реализация, мое раскрытие. Иначе вулкан взорвется и будет убивать людей. Вот так, понимаешь? Вот. Э, как сейчас тогда будет для тебя максимально эффективно начать это исследование, эту структуризацию? Вот, может быть, потому что у меня почему-то есть идея предложить тебе, э, на секунду остановиться, подышать, я не знаю, закрыть глаза, вот замедлиться, но это все может быть моя галлюцинация. Как будет лучше Мгм. для тебя, Ян? Да, давай замедлимся, потому что ты когда только что предложила, ну, как бы, что будем с этим делать, я как будто, знаешь, такая большая колба там льда или еще чего, глыба или как там, глыба, да? И такая: Как туда залезть? И с какой стороны к ней подойти?" Вот знаешь, да. Вот. Ты ж прикинь, какая там, блин, энергия, и она, типа, не понимает, что ей делать. Окей, я поняла. Ну, типа, я, наверное, не до конца понимаю, как мне этим управлять. Вот в чем Этим чем? проблема. Как, этими знаниями, которые у меня сейчас есть. То есть есть коучинг, там, определенные знания в коучинге, типа есть, питание. Теоретически я понимаю, как оно все якобы, ну, ам, как оно взаимодействует. Я понимаю, как оно между собой связано, это все. Но как это преподносить людям и как выстраивать эту систему, и как им подавать эту информацию, как там, не знаю, типа и эксперт с одной стороны, с другой стороны коуч, что якобы, ну, типа, коуч-то не эксперт. Ну, в общем, да, ну, это когда мы проводим сессии. То есть, наверное, мне пока непонятно вот эта вещь, не очень понятно, как это все у меня, вот как с этого, вот с этих каких-то ингредиентов сварить борщ, потому что пока это все классные отдельные ингредиенты, а вот как их совместить, мне непонятно пока. Знаешь, такой образ, пришел, поделюсь, Ян, опять-таки, Давай. может быть, полный бред, но что как если было бы много разных, ролей, образов, условно, одежды, не знаю, рамок не того размера, которые ты пытаешься на себя натянуть, а ты больше, чем любая эта отдельная история. Вот у меня такой пришел образ. Как он тебе? Интересно. Ты больше пытаешься натянуть. Что с этим делать?
Просто Ты расскажи, что происходит. то я пытаюсь, понимаешь, сконцентрироваться на твоем вопросе, а мне такая какая-то информация, я не знаю, откуда-то, ну, типа воспоминания. Я что думала, что я тебе говорила про благотворительность, и в идеях, ну, типа, вообще появилась вот эта идея открыть, ну, типа, питомник для собак. Здесь большая, на самом-то деле, проблема с этими собаками. Я, ты знаешь, с- думаю вот об этом твоем прям таком вопросе крутом, который расширяет. И тут такой, так, питомник для собак, это еще одна тема, поэтому уходи, уходи. Подожди, Яна, почему уходи? Почему уходи? Ведь наоборот, ты стала смотреть вот на всю картину в целом, и пришла еще одна история, а ты ее типа уходи. А почему уходи? Да потому что дай хоть с этим разобраться, типа как-то много уже, ну, типа как-то, знаешь, много этих составляющих. Наверное, поэтому и уходи. Блин, ну питомник это очень крутая тема. Я вообще нифига не понимаю, Ань, как он туда вяжется, где, блин, мой коучинг, где, блин, мое питание, и где питомник для собак. Я не понимаю, почему. Я не знаю. Яна, про что вообще это все целиком? С Охренеть. питомником, с коучингом, вот со всеми твоими направлениями. Ну, я понимаю, что это сейчас какая-то типа слушай, ну типа, блин, знаешь, звучит, ну, типа, как какая-то миссия, что ли. То есть как будто есть выход на следующий уровень. Вот я думала уже немножко об этом, потому что там есть определенные уровни, которые закрыты. Я думала, а может, они у меня, типа, ну, типа, и закрыты для того, чтобы я могла там, не думать о том, как их закрывать, а думать о том, что я могу отдать. Ну, то есть сделать, допустим, да, отдать во Вселенную, то есть вот на этом уровне, понимаешь? Были у меня такие мысли. То есть это что-то про, ну, то есть это про какие-то такие глобальные вещи. С одной стороны, мне это очень нравится, меня это заводит, а с другой стороны, блин, я думаю, блин, может, что-то с ума сошла. Ну, типа, ну, ты понимаешь, ну, как-то вот, даже не то, что с ума сошла, а то, что, типа, потянули я, а действительно ли меня хватит на это, там, не знаю, энергии, силы и так дальше. Потому что какие-то вещи, на которые я сейчас, скажем так, в ту сторону, куда я смотрю, это прям какая-то очень, ну, какие-то глобальные штуки, там прям переворот в мире там, медицины. Мне хочется создать вот эту обетку, ну, типа алфавит для людей, чтобы они изучали свое тело. То есть я это не рассматриваю просто как курс, там, просто заработать деньги или еще что-то. Ну, это прикольно, конечно, заработать деньги, это замечательно, но я понимаю, что у меня за этим стоит вот эта энергия, она идет на то, что я что-то могу изменить. Вот, Поделюсь, Ян, да. смотри, а, начала на бешеной энергии, на бешеной скорости, сказала, что вот много всего, что нужна структура, нужен план действий, и прямо вот погнали, типа, э, пришли много разных ролей, и когда пришли собаки, следом за собаками вот что-то произошло, и в чат вошла миссия. И замедлилась абсолютно энергия. И вот пошли совершенно другие какие-то вот, э, слова. Вот что происходит вообще сейчас, Ян? Хороший вопрос. Я честно, я пока сама не могу понять, что происходит, но я понимаю, что что-то изменилось внутри. А Мгм. что изменилось?
Наверно, меня вот то, ш то, чем я поделилась, да, вот какая-то эта миссия, типа глобальная, что-то поменять. Ну, даже не то, что поменять, а улучшить, да, там, то есть там не хочу ничего менять, улучшить. И это возможность, которая, в принципе, ну, как бы у меня есть, и то есть я понимаю, что она меня дровит, и я понимаю, что как будто, я всю жизнь где-то на каком-то подсознательном уровне что-то вот это понимала, к этому шла, но сейчас, э ну, есть какие-то сомнения, типа, может, я себе это вообще все придумала. Ну, то есть, а может, это я даже не знаю, что вот как-то я пока не понимаю, что это. И я не понимаю, как, ну, то есть, с какой стороны мне к этому всему подойти. То есть оно что-то, понимаешь, что это что-то такое масштабное, огромное, и я, там на физическом уровне, на словесном уровне не могу этого описать. Вот. Яна, этого, масштабного и огромного не могу описать. Ты это про саму себя? Ну, это про какие-то процессы, которые во мне происходят и, типа, которые меня ведут в вот, как, ну, типа, туда. Но видишь, я почему-то их не сопоставляю с собой. То есть почему-то вот я как будто говорю: "Они" и есть я. Типа, есть вот мои какие-то мысли, чувства и вот куда идти, с одной стороны, а с другой стороны, типа, есть я. И мне, наверно, сложно в это поверить, что ли. Ну, то есть мозги как будто этого не принимают, да, то есть есть какой-то чувствительный уровень, который чувствует, который там загорается и типа: "Давай, все, идем, блин, круто, классно, это же ж мы такое замутим". М, а вот почему-то мозги такие типа: "Блин, да кому это вообще нужно?" Ну, даже не то, что, ну, типа, кому это нужно, и не знаю, там много какого-то сопротивления, что ли. И такой: ты ж понимаешь, насколько это все, типа, ты куда ты лезешь". И, ну, я не знаю, вот прям Кто к нам еще пришел сейчас? Кто это? кто это пришел? Мозги включили. Привет. Такой, типа, здравый рассудок. Так, вы что тут? Что это Тут за у точка тебя такая, куда мы подошли, и вдруг между нами встали мозги? ну да, просто знаешь, тут, с какой-то стороны тут ты не можешь вести свою страничку в "Инстаграм", там набрать каких-то пользователей, там проблемы с клиентами, с подачей себя, а тут у тебя, блин, не знаю, миссия всей жизни улучшать жизнь людей и собак. Понимаешь, как-то оно, типа, блин, несопоставимо, типа, алло, приземлись. Ну, как-то так. Как если было бы какое-то убеждение, что в случае, если ты все это делаешь, ты и страничку в "Инстаграме" еще делаешь, и крестиком вышиваешь, не побоюсь этого слова. Ну, типа, знаешь, что я не смогла того сделать, а тут у меня такие глобальные планы, а как я смогу этого достичь, если я и как бы, ну, то есть я понимаю, что для того, чтобы я там пришла к каким-то своим целям, мне по-любому, да, ну, что нужно? Донести это до людей. Ну, то есть раньше там я не смогла донести ту же пользу коучинга так, как бы мне хотелось, да. Ам, а почему я сейчас вот донесу это все? Вот, с какой такой, типа, а тут еще, типа, более глобальная такая, знаешь, миссия. Тут была миссия, там, не знаю, донести до людей пользу коучинга и, наработать клиента, а тут вообще там миллионная миссия. И ты такой думаешь: "Блин, тут, как бы с клиентами вообще никак". Если, ну, там мы говорим, про там, Поделюсь, Ян? да. Смотри, а, вышли роли, ну, в общем, там вот много разных историй. Стали смотреть на них с точки зрения признания. Пришли, собаки, а,
я спросила, а как вообще, ну, про что это? И можешь ли ты сама себя признать в этом огромном, масштабе? И в эту минуту между нами встал мозг, который сказал: "Алло, минуточку". И сейчас ты говоришь о том, что другие люди и так далее. То есть уходишь опять от себя, как я это вижу. Расскажи, как оно тебе вот все откликается, то, что ты сейчас делаешь. Ну, просто как будто, знаешь, мой мозг, он не понимает, как ему это все осуществить, и как будто он там начинает, себя спасать. Такой, типа, здравый рассудок включается, и он типа такой: "Так, тормозим, тормозим, тормозим". Спасать от чего? Где угроза? Что это? Почему спасать? Где угроза? Знаешь, сначала пришла такая мысль, типа, от какого-то разочарования, потому что, может, я придумала, мне это нужно, как бы, почему и другим это должно быть нужно, да, если там для меня это важно, может, для других это не важно, как бы, да, но окей, есть там единомышленники, по-любому они друг друга находят, поэтому. Ну, то есть я понимаю, что тут даже не в этом дело, потому что м, там какое-то разочарование, не разочарование, то есть как будто я уже эту черту. Ну, на определенном уровне я ее прошла. Я там не боюсь, там, что мне скажут нет, или там это не моя тема, или так дальше. То есть, ну, как бы, ну, окей, типа, я понимаю, что, блин, прекрасно, ну, типа, пошла дальше. А что там такое, что он, типа, боится? Может, он не хочет этого признать. Может, вот, ну, типа, он не хочет этого признать, то есть, и еще что-то есть. Но он не понимает, как это реализовать. Он не может осознать этого объема, и он, типа, поэтому, типа, он как бы такой: "Ой-ой-ой, я ушел, ну его О, нахрен". круто. Если он ушел, Ян, без мозга, как? Ну, то есть, когда его нет, и я понимаю, что эта энергия меня прет, ее очень много, и это реально круто. То есть круто это ну, вообще чувствовать. И есть какая-то прям такая, знаешь, бешеная уверенность. Я не понимаю, что это, но у меня как бы аж зрачки, типа, знаешь, расширяются там. Ну, какой-то поток прям идет, очень сильный. Знаешь, как будто что-то действительно во мне ну, типа, раскрывается, что ли. Я не понимаю до конца, что это, но вот, наверное, есть еще переживание, типа, если это какой-то импульс, понимаешь, а если он пройдет, вот туда тоже, типа, есть какие-то, типа, переживания, что вдруг это просто какой-то такой бешеный импульс. Но мне кажется, что этот канал энергии, он как-то вот открылся после вот этих всех моих обучений, после сессий наших, после вот всего, как будто что-то там открылось, запустилось. А, и, наверное, мне настолько прекрасно, ну, то есть, наверно, мне настолько прекрасно там находиться, что мне даже, страшно в это поверить. Ну, типа, что это реально происходит со мной. И я боюсь, а вдруг это закончится.
Типа, что этот канальчик как-то прикроется или что это был такое, я не знаю, там извержение вулкана и все, типа лава вышла и опять вулкан пошел спать. Тут я такая, ну все, знаешь, начала на это какой-то бешеной энергии что-то делать, и там через недельку-вторую, типа, лавочка прикрылась, и ты такой сидишь. Ну вот, наверное, об этом. А что увидела в себе вот после всех этих обучений, вот после всего этого? Блин, слушай, знаешь, увидела какую-то вот, ну, во-первых, бешеная энергия, во-вторых, сила, в-третьих, я прочувствовала, что а, я, то есть я осознала, что, типа, у меня есть очень много инструментов и возможностей, чтобы уже что-то делать, там, что-то менять, куда-то идти. И, ну, то есть я начала видеть возможности. Их много. Вот. И знаешь, наверное, вот благодаря какой-то уязвимости ушло вот это чувство, типа, блин, ну, если, ну, даже ну, то, что я проговаривала, да, типа, если мне откажут, а если еще что-то, ну, типа, окей, пофиг, откажут, ну, блин, я спрошу, а что было не так, а почему тебе не понравилось, да, а там, ну, как будто, вот, понимаешь, ну, типа, фидбэк, почему тебе отказали, то есть для меня это сейчас нормально, то есть если раньше бы мне там отказали, я бы, наверное, переживала, и это бы как-то затронуло мою, типа, эти мои личные чувства, то сейчас это, ну, типа, это было бы по-другому. Окей, а почему нет? Ну, просто окей, я от тебя там отойду, а чё ты не хочешь этого? Вот. Был это интерес, и он появился благодаря тому, что вот я чувствую это направление. То есть если раньше это было что такое, типа сделать просто для того, чтобы я там смогла вот этот потенциал, который я и как-то в себе искала, пыталась его найти, пыталась там понять его, там, не знаю, ну, вот как-то это было более искусственно, меня это не драйвило, а сейчас появился драйв какой-то. Вот. Раньше этого драйва не было. Раньше, типа, я себя как будто, ну вот, нужны клиенты, нужны проводить сессии, нужно двигаться. А сейчас оно, типа, прям, ну, мне кайфово от этого. Я уже забыла, что ты меня спрашивала. Что о себе узнала после всего вот этого периода, про который ты говорила? Все, ну вот, да, да. Ну вот, это узнала. Яна, как сейчас, вот в эту минуту в сессии, как сейчас с драйвом, и когда ты сейчас об этом говоришь, как себя чувствует мозг? Вот что сейчас? Если он вернулся, конечно, то он же уходил. Ушел, ушел я от вас. Так, что он сейчас? Его просто прижали к стенке, знаешь. Типа, иди сюда. Кто посмел? Ой-ой-ой. Я думаю, что их там много, там не кто-то один, там их много, и они его все прижали к стенке, ему просто выбора нет. Сказали: "Давай попробуем, типа, иначе все, тебе крышка". Вот. Знаешь, у меня как будто поменялось вот это вот я вот поняла, то есть фокус поменялся. Фокус изменился из того, чтобы Ам, фокус был больше на себя, да, вот мне хочется раскрыть себя, там, мне хочется там, там, не знаю, найти клиентов для того, чтобы получить какой-то опыт, для того, чтобы там, не знаю, зарабатывать деньги, для того, чтобы, да, было за этим всем, конечно, помощь людям, мне это всегда нравилось, да, но она как бы там ни было, ну, типа, была в сторонке, как бы фокус был на том, что, типа, вот профессия, я раскрываюсь, доносить смысл, вот. А сейчас фокус сместился, и сместился как-то больше фокус на людей. Я понимаю, что это такая, знаешь, вот как этот геном идет, вот, и она же такая, типа, спиралька типа, закрученная. Вот. А тут, по сути, то же самое. То есть как будто вот это ты делаешь, а это вот оно само собой, да, как результат какого-то действия. Ну, и тут не важно, что раньше яйцо или курица, курица или яйцо. Вот.
И как будто, когда вот эта штука типа есть, я становлюсь неуязвима. Потому что когда я постоянно думаю, как мне там себя продать, как мне себя там преподнести с маркетинговой точки, и какая у меня ниша, то есть это меня ранит. А вот когда все-таки оно больше шире, то оно меня не ранит. Вот. Потому что я понимаю, типа, что зачем, ну вот зачем я это, да, делаю, что сейчас. Ну, я понимаю, что мне по-любому надо туда идти. Мне нужно делать эти действия и, как бы делать их уже и сейчас, и это будет, ну, то есть мне хочется испытывать эту энергию, этот драйв. Вот. Просто идти, делать и пробовать. Да. Яна, а смотри, говорила, что важны, действия, важен план, важно как-то вот сфокусироваться. Насколько сейчас, когда ты говоришь про идти, делать, насколько понятно, важно ли проговорить, какие действия, вот сейчас из этой точки, что, важно сделать? Мгм. Сейчас из этой точки важно, ну, то есть мне нужно было прощупать и проговорить вот эту почву, да, о том, что мы, собственно говоря, 40 минут, чем мы и занимались. Ну, действительно осознать и принять эти процессы, которые во мне происходят. Потому что я не, ну, как бы я понимаю, что тут, наверное, 40 минут мало, чтобы их всех как-то осознать. Ну, по крайней мере, вот то, что возможно было сделать, оно есть, да, это некий фундамент. Ам, Признание того, что это есть, да, и признание того, что, блин, просто надо идти и делать. Ну, чё, мозг там мозгом, и что будет, то будет. И как бы, блин, ну, а что, пофиг, надо идти и делать. Ну вот. И как бы у меня даже сейчас других вариантов нет не делать. По поводу того, чтобы структурировать, то есть я понимаю, что вот какие действия я напишу текст по-любому сейчас, и я его опубликую в одной нетворкинг-группе, соберу ребят, и там у меня появилась как раз-таки идея, чтобы, ам, ну, предложить им тему, чтобы мы собирались. Мы и так собираемся всегда, да, и у нас есть очень много классных специалистов, каждый в своей области, и мы можем собирать донейшены, мы можем там взращивать нашу группу, увеличивать нашу группу и делать какие-то крутые вещи там, да. Там каждый специалист может проводить какие-то воркшопы, и благодаря этому мы можем собирать, там, приводить своих друзей, вот, и мы можем, типа, делать определенные донейшены. Пусть это будет, не знаю, там, для собак, всякие питомники, там, для детей, ну, то есть можем, программы могут быть разные на самом деле. Вот, ну, то есть это такое начало, на чем я сейчас сфокусируюсь. Это прикольная тема. Я понимаю, что это, ну, это очень круто. Ну, выйдет круто, не получится, а, я сама поеду и завезу в эти питомники то, что мне хочется сделать. И, ну, по крайней мере, я хочу как-то больше углубиться и осознать, как там все работает. Какая у них система? Может, я сама открою этот питомник через год, годик второй, ну, понимаешь? То есть, по крайней мере, я буду понимать, а что мне для этого нужно. Вот. Это одна тема, то, что я сейчас хочу сделать. А вот, по поводу еще что-то было, по поводу второй темы. Блин, ну ты знаешь, я думаю, что можешь от себя отстать просто. Вот сейчас я займусь этой темой, подготовить, а все остальное я просто отложу на потом. Ну, то есть, да, есть какие-то встречи, которые у меня там постоянно, да, уже в моем расписании я их провожу, да и провожу. А вот по поводу, этой реализации, то есть сейчас вот попробую вот это сделать. Это уже будет достаточно. Ну вот. Поделюсь, Ян. Я с Да. таким восхищением вообще, за тобой наблюдаю. И смотри, зашла с хаосом, с трансформациями вообще на чумовой скорости просто шух. Что делать так много всего. И как менялась, энергия по ходу сессии, и как пришла миссия, и как пришло замедление, и как вышел,
был прижат к стенке мозг. И как ты сейчас совершенно такое ощущение, что просто другой человек. Как ты сейчас начинаешь генерить, и стратегию, и план, и действия. Вот Да. признаешь ли Вот ты это сама в себе, вот эту огромную работу, которую ты сейчас сделала? да, ну, то есть, скажем так, признаю ли я хороший вопрос, но знаешь, что я только что еще осознала? Вот эта энергия, которая есть, я не умею ее контролировать. Вот у меня, понимаешь, меня просто несет, и как бы вот это с ума сойти. Мне нужно как-то научиться, я не знаю, с ней больше взаимодействовать, все-таки найти какие, ну, правильно ее направлять и найти какие-то точки, как бы вот этого типа стопа, потому что меня как, ну, то есть, с одной стороны, она прикольная, меня несет, да, но с другой стороны, как бы это же вообще лава для другого человека, который такой, так, блин, ладно, это ты уже профессионал в своем деле, ты понимаешь, а если это обычный человек, он же подумают: о боги, спасайте, кто может". Ян, позволь-ка не согласиться. Скажи, пожалуйста, а как ты в сессии это сделала? Как ты в сессии ее остановила? Как ты в сессии поменяла Ну, полностью энергию и сместила фокус внимания? Ты же мгм. это сейчас сделала несколько минут назад, и сейчас говоришь: "Я не умею". Не, ну ты мне задавала определенные вопросы как специалист, ты создала поле, все, то есть ты меня стопнула. То есть ты мне напрямую стопнула, сказала: "Так, Яна, стоп. Так, давай сейчас замедлимся". Ну, как бы предложила Делала я могу говорить поэтому. что угодно. Делаешь же ты, а ты сейчас, смотри, опять фокус внимания с себя и с Мгм. признания самой себя, своей работы, того, что ты делаешь. Раз- и уносишь фокус куда-то вовне. Можно Яну вернуть в сессию, пожалуйста? Да. Так, знаешь, чувствую, что сколько там 2024 будет, очень интересный. Код дракона. Что сейчас, можем ли двигаться к завершению? Что-то еще важно проговорить? Блин, ты знаешь, да, будем двигаться к завершению. Что важно проговорить? Ты знаешь, я даже не знаю, ну, меня, конечно, переполняют какие-то сумасшедшие чувства даже. Ну, вот сейчас просто я сижу в машине. И я понимаю, что, о боги, неужели, типа, вот опять все, ну, вот оно все есть, да, и все произошло. И если учитывать, те недавние времена, когда я говорила: Смыслов нет, все потеряно, я не вижу, куда мне идти, куда мне двигаться, не испытываю никакого кайфа". И тут тебе, знаешь, такое ощущение, что как двойная доза. Вот знаешь, как в этом мультике "Астерикс и Обеликс", там один этот толстенький упал в это зелье и такой ходил. Это походу на меня так, знаешь, сверху: "Ага, не хватает тебе, сейчас мы тебя". Вот, примерно так, короче, выглядело. Вернулись смыслы в двойной Да, да, дозе с кайфом. да, и с кайфом, и походу с передозом. Ну вот. Не, ну прикольно. Спасибо, Ань, тебе. Мне прям вот оно все, коучинг работает, все работает. Просто оно, ну вот нужно время. И желание, вот и желание делать, потому что я понимаю, что да, что я сейчас начала делать, начала двигаться в таком режиме, в котором, ну, в комфортном для себя действии по-любому я делала, да, и когда
мой критик, послабил свою силу, свое влияние. И когда все такое типа: "Ну, блин, ну будет, что будет". И вот это помогло. Вот. Поэтому, блин, Ань, спасибо тебе большое. Тебе Я тебя спасибо большое, Яна. обнимаю. Пошлю тебе немножко своего передоза, несколько доз через Давай, "Ютуб". беру, беру. Потом расскажешь, как. Да, договорились. Да, спасибо тебе. Спасибо большое, Ян, за работу. И тебе тогда всего классного и максимально осмысленного, и, с комфортной дозой кайфа. До Спасибо. встречи. Всё. Пока-пока. Пока-пока.